И снова здравствуйте! В прошлом видео я обещала показать построение рукава цельнокроенного, отвесного, с ластовицей, переходящей в нижнюю часть рукава. Сегодня на мне новый макет, но он абсолютно такой же, как и прошлые, розовый, только я сделала более узкий рукав. Спинку я не забирала в отвод, а сделала ее чуть свободнее за счет неприталивания по отводу. Так, это абсолютно тот же макет. Спина шире, рукав уже. Обхват по груди и все остальное осталось так же. Это макет, никакой обработки верха-низа или чего-то я не делала. Могу сказать, что я в этом макете проходила сутки, делая разную работу по дому. Даже немного попробовала в этом поспать, чтобы понять, уж если спать в этом комфортно, то это точно удобный вариант. Так как это вообще ситец, абсолютно не замечаю его. Это очень комфортная модель оказалась. Рисунок достаточно пестрый, но подойду поближе, чтобы показать шов. Видно, что он на своем месте. Как и в прошлый раз, я не делаю никаких застежек, поэтому по переду разрезаю и закрываю это на ту же абсолютную ширину, как будто бы половинки просто сходятся, чтобы они сдерживались вместе. Шов держится. Сзади ничего не оттопыривается, не вздергивается вверх. Можно абсолютно делать любые движения. Да, когда поднимаю выше, на вот этот уровень, изделие начинает вздергиваться. Ответственный рукав цельнокроенный не предполагает, что мы будем делать вот такие высокие движения. Тем не менее, если я ставлю руку на пояс, то изделие остается на своем месте. Я могу абсолютно комфортно, кроме вот этого уже уровня, когда оно чуть-чуть вздергивается, потому что оно короткое, в данном случае сейчас ничем не зафиксировано. Но руку на талию я могу спокойно ставить, даже не придерживая его никоим образом. И тем не менее вы видите, что изделие по шву на своем месте. Сзади не сдергивается, спереди тоже. Конечно, после всех этих движений, возможно, немного уходит вверх горловина. Но все-таки это не предназначенное изделие для подобных маневров, но в таком случае слегка поддернуть можно. Конечно же, мы все хотим натренироваться, чтобы у нас было минимальное количество швов на макете, чтобы он был без каких-то узоров и все было прекрасно. Но шить мы, в принципе, изделия будем разнообразные, в том числе разное количество швов, совмещение разных видов кроя, и ткань также может быть разнообразная. У меня сейчас просто для примера была вот эта ткань, поэтому видно ли ластовица, когда рука опущена, судить вам. На самом деле изделие у меня достаточно свободное по груди, по обхвату, по свободе. То есть, в принципе, если его взять еще меньше, потому что это для полностью ответственного рукава, то и здесь оно будет меньше. Но я обещала показать тот вариант, который у меня был в прошлый раз, поэтому, сделав точно такой же из другой ткани, я показываю, как есть. Не думаю, что здесь есть что-то страшное, критичное. Меня данный вариант полностью устраивает. Он точно абсолютно удобный, несмотря на то, что это ситец, на котором самый простой, самый дешевый для макета, с большим количеством краски жесткой на нем. Мне кажется, делают данный вариант, назовем это футболкой, очень простым и удобным, как для пошива, так и для использования. Дома, на лето, совмещение при удлинении
для платья, по-моему, прекрасный простой вариант на скорую руку уж точно. Ну, конечно же, это гораздо проще, чем строить футболку со вточным рукавом. Когда нужна посадка, подбор параметра оката и проймы. Данный зауженный вариант, считаю, сидит гораздо лучше. По сути, его не отличишь от вточного. И, как вы видите, в отличие от предыдущего широкого, где и сам рукав был шире, и окат короче, можно заметить, что рукав не вздергивается от линии плеча. Равномерно по ширине вокруг руки. Ширины не так много, но она все же есть. Поэтому рукав использовать можно, он достаточно аккуратно смотрится. Здесь есть небольшая свобода, это естественно для данного рукава. Но никаких перекосов, каких-то вот волн идущих, хоть ткань и пестрая, но можно увидеть, что рисунок сохраняет все свои линии. Никаких перекосов, волн, складок, провисаний, натяжений. Одной из особенностей цельнокроенного рукава, отвесного, является, когда мы вот так вот максимально поднимаем руку, хоть он для этого и не очень предназначен, вот такая сборочка. Наше плечо уменьшается по окату, ткани же надо куда-то деваться. Сам рукав строится изначально вот таким вот углом. Поэтому, когда мы поднимаем руку, куда-то эта ткань должна деваться. Но так ли часто мы находимся вот в таком положении? Все-таки не пугало в огороде. Соответственно, данный рукав по сравнению с широкими, нет, если кому-то нужны, конечно, широкие и объемные модели, это понятно. Но в данном случае модель свободная, но рукав достаточно аккуратный, и при этом положении нет складок под рукой, двигаться удобно. Некоторые положения большего угла позволяют нормально двигаться, не создавая никаких особо нигде складок. То есть ничего не привлекает внимания. Также хочу показать или обратить внимание на то, когда руки вот в таком положении. Возможно, кто-то заметил некоторое натяжение на груди. То есть мне двигаться свободно, спокойно, нормально можно. Но ткань уже получает некоторое натяжение. Не максимальное, но натяжение получает. Можно вот при каком-то ракурсе заметить эту линию. Почему на данном изделии у меня нет выточек? Это изделие свободного, спокойного использования. Это не модельное платье. Оно более свободное в торсе и минимальной ширины по рукаву. Это означает, что если я затяну свободу на талии в выточке, то будет некоторый дискомфорт. Подробнее. Сначала про линию на груди. Мы все абсолютно нормально, спокойно относимся к тому, что когда мы снимаем параметры тела, мы снимаем обхват груди. Высоты плеча косой. То есть до окончания плеча от центра на талии. От центра переда или спины на талии. Снимать самому себя это не очень удобно. Но этим параметром, даже если его нет в стандартной системе, мы все равно используем его как абсолютно нормальный, обычный. Привычный для нас и нужный для индивидуальных замеров, потому что он очень полезен. А вот другие два параметра, по которым сейчас скажу, к ним, в принципе, не часто обращаются, но считаю, что для индивидуальных изделий очень зря.
Первый, про который я раньше рассказывала в роликах об узком рукаве, это необходимость от точки примыкания руки к телу до продолжения по плечу шва на этом уровне. Когда мы поднимаем руку, вот так она находится от точки примыкания руки к телу на одном уровне. Когда мы руку поднимаем, она отходит до прямого угла. Этот параметр важен для удобства, если у вас при стандартном замере обхвата руки рукава получаются узкие. Когда мы замеряем обхват руки, то вполне возможно, что при построении рукава он окажется узким. Этого параметра недостаточно для того, чтобы построить комфортный рукав. Если у вас рука, возможно, узкая, то этой ширины может оказаться излишней. Но, конечно, по этому параметру мы строим, а здесь будет излишняя свобода. Когда мы строим рукав вточной, то обычно мы считаем, что вот здесь шов находится теоретически. Его нужно использовать при каких-то моделях. А для рукава цельнокроенного это реальный шов. И им нормально пользоваться. И для тех, кто не любит лишнее количество швов, в базовых моделях, считая, что нужно только минимальное количество швов, в цельнокроенном рукаве этот шов базовый. Отдельно строится половинка переда, отдельно половинка спины. И поэтому вот это расстояние на вертикали шва от примыкания руки к телу на этой линии по горизонтали, это то расстояние, которое вам необходимо, чтобы рукав был минимально удобным. Если вы считаете для себя необходимым в данном цельнокроенном рукаве отводить руку на талию и хотя бы вот такое удобство получать использование данного изделия, ну, это где-то 45-50 градусов отвод получается примерно, то также замеряя вот это расстояние, мы получаем ту ширину, которая необходима для рукава, чтобы он позволял делать движение руками на этом уровне. Но естественно, что просто возлагать все только на рукав может быть не очень целесообразно. Нам не всегда хочется делать такой широкий рукав, тем более, что изделия для цельнокроенного рукава прибавку по груди применяют на 1-2 сантиметра больше, чем для этого же образа, силуэта, формы при вточном рукаве. То есть мы на параметр ширины груди или ширины спины уже возлагаем чуть большую ответственность за комфорт. Поэтому данный параметр я предлагаю замерять вместе с другим параметром, как его составляющую. И это будет более подходящий вариант. Мы кладем сантиметр на ту же точку на плече, что и для просто замера рукава на уровне примыкания руки к телу. Замеряем этот параметр и отмечаем его для себя как промежуточную точку. Когда рука отведена на то расстояние, на которое нам нужно. Вот в данном случае ставлю руку на тело, кладу сантиметр на вертикаль предполагаемого шва, к месту, где рука примыкает к телу. Дальше получается по диагонали. То место, где рука отходит от тела и переходит на горизонталь линии груди. Здесь у нас стандартно от точки на рукаве к точке примыкания руки к телу. Дальше получается немного под углом. И по горизонтали мы переходим к линии центра груди. Возможно, будет сложновато сделать это самому, можно кого-то попросить.
Получается, что у нас есть линия натяжения. Вот у меня это 33 сантиметра. Ну, я это знаю, поэтому сейчас не очень удобно на камеру самой это делать. Это та ширина, которую позволяет изделие спокойно, комфортно носить на одной линии. По линии плеча на линию обхвата груди третьего. То есть через выпуклые точки груди к центру изделия по переду. Общей линией замер составляет те сантиметры, которые необходимы для комфортного использования изделия. Так как ширина груди в изделии с цельнокроенным рукавом шире, чем в изделии с вточным рукавом, то недостающая ширина частично переходит на ответственность самого торса, а не только на расширение рукава. Мы отмечаем, сколько необходим нам рукав в таком положении, чтобы его использовать, и сколько можно возложить на ширину торса. Таким образом, мы снимаем необходимость с себя строить несколько макетов. Мы заранее можем понять, какие параметры нам будут неудобны. Если это изделие будет с недостаточными параметрами, но оно будет узковато, как бы мы ни крутили. Мы заранее можем это просчитать. Еще одним из параметров, про который я хочу упомянуть, почему у меня здесь сейчас нет выточек. Когда мы приподнимаем руку, мы приподнимаем плечо. Что естественно. И если мы поднимаем выше, чем надо, мы видим, какая область изделия будет вздергиваться. Даже если мы не часто будем делать вот эти движения, выше поднимать руку, мы все равно их можем делать. Если это какое-то домашнее изделие, если это спортивное что-то, активное достаточно для вождения, для каких-то, пускай редких, но необходимых изделий, поднятия руки вверх, мы понимаем, что вот эта область, если на ней нет напуска, а изделие с малой свободой облегания обычно напуска не предполагает, это не мягкий лиф, тогда имеющиеся выточки не дадут особо это делать, будет неудобно. Поэтому часто в изделиях предполагают сборки или складки, вместо того, чтобы забрать в выточку внутрь всю ширину ткани. Складка, она прячет лишнюю ткань внутри себя, но при необходимости она все равно позволит ей как-то воспользоваться, не так сильно вздергивая изделие. И вот параметр от плеча до талии при положении руки приподнятом, или хотя бы на 45 градусов, 50 вот эти вот. Хорошо, конечно, если кто-то поможет замерить. Вот это вот увеличенное расстояние по телу, это не через центр груди, как вы видите, к линии выточки под грудью, до линии талии, от конца плеча по прямой. Самое натяжение, самое короткое расстояние, это по прямой между двумя точками. Вот одна точка, это конец плеча, другая, это на талии, там, где должна быть выточка по центру, центр выточки. И вот по прямой мимо центра груди замеряем расстояние. И если ваше изделие, ваш построенный торс с рукавом позволяет вот это расстояние получить, значит, руку поднимать на вот такое положение вы сможете спокойно. Если нет, будет узковато. С помощью этих дополнительных замеров вы сможете просто дополнительно для себя проконтролировать, прежде чем отшивать макеты, что у вас будет получаться. Есть стандартные системы построения, которые предполагают, сколько куда откладывать. И это неплохо. И есть таблицы, которые подсказывают, сколько для какого силуэта, для какой формы изделия, мягкой или строгой, необходимо откладывать от тех или иных параметров примерные сантиметры.
Например, для легкого изделия плечи надо приподнимать по спинке на какие-то одни расстояния, по переду на другие. Для стандартных силуэтов, для стандартных фигур. Если ваши фигуры сутулая или перегибистая, у вас будут свои поправки. И на это нужно ориентироваться. Это прекрасный компас. Но если есть дополнительные ориентиры, то почему бы ими не воспользоваться? Сначала я кратко расскажу о том, как производила изменение базовой выкройки для того, чтобы построить на ее основе цельнокроенный рукав, и как был построен сам рукав в моем варианте, а потом основные принципы, что от чего зависит, на что влияет. Вот так примерно выглядит базовая выкройка плечевого изделия с нагрудной выточкой. Ну, это всем известный вариант. Ну а теперь не пугайтесь. Да, для построения именно данного варианта рукава я испробовала не один вариант перемещения, чтобы получился именно нужный мне окат и именно нужная мне ширина рукава. Это получилось, как вы видите, не с первого раза, но из-за того, что у меня не было возможности проводить ВТО. Я хотела именно такой вариант. Сейчас кратко на этом не очень приятном для взора варианте. Можно увидеть, что вот это карандашом были начерчены мои базовые линии выкройки. Увеличена длина спинки, приподнято плечо, точка основания шеи и горловина расширена, проведена более плавной линией. Выточка на плече сокращена примерно в 2 раза. Судя по линии вот этой наклонной ВПК спины, видно, где было окончание плеча. Я его удлинила. Линия плеча приподнята, перенесена наверх. Далее, вот это была линия глубины проймы. Здесь около 5 мм пройма углублена. Ну, эту часть разбирать на этом примере не буду. Покажу в чистовом варианте. Показываю это для того, чтобы было видно, что выкройка действительно существует. Что не только на бумаге. Все это можно. Нагрудная выточка сокращена на уровне плеча примерно на 2 сантиметра. Плечо снято примерно на 1 сантиметр. Если моя выточка около 26 с копейкой сантиметров, здесь только 25 с четвертью. Для того, чтобы вариант рукава был более удобный для построения, нагрудная выточка перенесена в центр. Так больший наклон, меньше надо что-то делать с проймой. Также видно, что было удлинено плечо на такое же расстояние, как и по спинке. Вот этими линиями штриховыми я отметила те действия, которые были произведены по уменьшению изначальной выкройки. Сокращена выточка. В данном случае она была переведена в пройму, плечо приподнято. С рукавом производимые изменения также отражу уже в реальном варианте. По вот этому небольшому фрагменту видно, что пройма также была углублена. Ну а теперь все то же самое быстро на чистовом примере. Для того, чтобы построить цельнокроенный короткий рукав, необходимо взять подходящий силуэт базовой выкройки. Если мы говорим про отвесный рукав, то, конечно же, предполагается, что это будет малообъемное изделие. Я взяла свое минимальное по свободе облегания выкройку базовую и увеличила ее. Вот я отметила полуобхват груди плюс дополнительная свобода. Чертеж у меня очень схематический, но я думаю, все будет и так понятно. Для того, чтобы построить рукав отвесный цельнокроенный с ластовицей, естественно, это малообъемное изделие, базовая выкройка с минимальной свободой облегания. Для того, чтобы обеспечить хотя бы примерно такое же удобство, как и для изделия с вточным рукавом, необходимо дополнительно применить свободу облегания. Свобода облегания распределяется общая вместе с дополнительной в том же процентном соотношении между шириной
спинки, полочки и проймой. Пройма для красоты рукава делится пополам. Боковой шов разделяет участок проймы пополам. Сама она строится также, а потом разделяется. Линия проймы нарисована лишь теоретически. Не обязательно вычерчивать все внутренние линии. Знать, где проходит новая ширина спины и ширина груди, желательно. Первым делом необходимо точку основания горловины спинки приподнять, увеличивая длину спинки. Следующий шаг — это перенос плеча со спинки на полочку для баланса. Также приподнимается расстояние точки основания шеи и горловина расширяется. Точка ширины горловины, получается, отходит в сторону. Горловина соединяется новой, более плавной линией. Далее, выточка на плече. В зависимости от ее размера, одна часть может уйти, например, половина, как у меня, уходит в пройму. Здесь она закрывается у меня наполовину. Этот фрагмент, соответственно, разворачивается в сторону центра спинки. Конец плеча приподнимается, удлиняется пройма. Само плечо по длине остается тем же, но, естественно, окончание плеча к ширине проймы линии становится ближе. В моем варианте было мало приподнятия плеча. Я приподнимала еще на 5 мм. Точка расширения горловины и окончания плеча должны соединиться. Производится углубление проймы небольшое для дополнительной ширины рукава. В моем случае это было 5 мм. Сразу отмечу и на полочке. Следующий момент — это необходимо наметить, где будет располагаться верхняя точка подреза. От линии, ограничивающей ширину спины и обозначающей начало ширины проймы, к центру проймы отступается некоторое расстояние в зависимости от пожеланий, размера. У меня это было около 1,8 см. Это первая из двух точек подреза. Вторая точка подреза, то есть та линия, куда будет встраиваться ластовица, располагается на боковом шве. Когда будет построен рукав, и он с собой будет пересекать линию бокового шва, в месте их пересечения будет вторая точка, которая просто соединится с первой. Это будет место подреза. Следующим моментом надо определиться с тем, что ширина рукава также требует дополнительной свободы облегания. То есть обхват руки плюс свобода облегания, как мы привыкли, но плюс свобода облегания дополнительная. Далее необходимо ширину рукава разделить на две части. Чуть большая часть, чем половина, идет на спинку, чуть меньшая половина часть идет на полочку. От первой точки начала подреза до ширины проймы посередине замеряется участок. Назовем его А. Я сейчас обозначила, что мои проймы, две половинки, 6,5 и 6,5 см. Отступ от линии проймы 1,8 см. Здесь тоже 1,8 см. Я отступала по полочке. Сейчас замерила на выкройке. Рукав у меня составляет по спинке 16,5, 15,7 см по полочке. Это, конечно, небольшая величина. Обычно используют большую разницу. Но для того варианта, который мне подошел, получилась вот такая небольшая разница. То есть 16,5 и 15,7 это общая ширина рукава. По спинке 16,5 вся ширина. Отступ 1,8. Ширина проймы 6,5. Значит, участок А это 6,5 минус 1,8. 4,7 см. Для чего это надо? Рукав строится двумя изначально линиями. В моем случае я пожелала использовать рукав без оттяжки, без ВТО. Поэтому мне нужно было под прямым углом провести две линии. Первая линия выходит из конца плеча под наклоном длиной
равной высота оката рукава. Вторая линия идет перпендикулярно к ней длиной ширина рукава через точку, первую точку, отступ от ширины проймы для подреза. Под прямым углом сходятся две линии. Как я не пробовала, у меня стало понятно, что мне необходимо чуть-чуть удлинить плечо. Поэтому примерно на 5 мм я удлинила плечо по линии. Около 50 градусов составляет наклон рукава в моем варианте. Через точку окончания плеча, параллельно линии ширины проймы, проводится вспомогательная линия. Как провести 90 градусов, в принципе, понятно. 45 градусов это половина. Это ориентировочно было для меня. Потому что мне нужно было не только градусы соблюсти. Самое главное было это длину оката рукава и ширину рукава под прямым углом провести из нужных точек. Ориентируясь на 45 градусов наклона, я должна была отложить 15 сантиметров наклон. По наклону это высота оката рукава. Я использовала достаточно минимальный вариант. Если 14 сантиметров это мой окат рукава по руке прямо, а здесь нужно было, ткань отступает от руки на расстоянии, поэтому чуть больше. И для некоторой свободы и пройма была увеличена, поэтому 15 сантиметров. Под прямым углом к этой линии нужно провести линию 16,5 сантиметров ширина рукава по спинке через точку отступа. Соответственно, под прямым углом к этой линии. И чтобы эта линия совпадала еще и с высотой оката рукава с окончанием. Это самый сложный момент. Эти линии, эти точки не всегда совпадают. Какие есть варианты исправления данной ситуации, расскажу потом. Сейчас, что у меня получалось. Итак, провожу из точки окончания плеча под примерно нужным углом 45-50 градусов линию. На ней откладываю высоту оката рукава от точки окончания плеча. К ней через эту точку провожу линию ширины рукава. Таким образом, еще условие, чтобы вот этот участок А 4,7 сантиметра от точки А был отложен вот сюда, на продолжение. То есть ширина рукава вся 16,5 по спинке, но от точки А до конца должно 4,7 сантиметра быть. То есть вот этот вот участок. От начала подреза до середины проймы. Откладывается вот сюда. Тоже его А помечаю. В принципе, несложно. Изменить выкройку. Под нужным наклоном провести линию. Отложить на ней высоту оката рукава. Отметить, где будет начало подреза. Куда будет встраиваться ластовица. Участок, отделенный от проймы этой точкой, должен быть отложен вниз по линии ширины рукава. Рукав достаточно короткий, поэтому от точки окончания плеча откладываю всю нужную мне длину рукава. Ну и параллельно линии ширины рукава провожу такой же отрезок, прямоугольник. То, где ширина рукава по низу пересекает боковой шов, отмечаю точкой. Это и есть подрез. Сюда будет вставлена ластовица. Зеленым маркером я выделила линию проймы, которая была углублена. Чуть жирным отметила нижнюю часть рукава. Линией подреза на рукаве отсечена часть торса. Этот фрагмент
будет частью ластовицы для торса. По другую сторону от подреза на торсе остается фрагмент, недостающий для рукава. Аналогичным образом строится недостающая часть рукава по полочке. В первую очередь я на плече, на уровне плеча снимаю выточку, уменьшаю примерно на 2 сантиметра. Мне необходимо снять сантиметр теперь с плеча равномерно. Также, естественно, необходимо расширить горловину на такое же количество. В моем варианте нагрудная выточка была переведена к центру изделия. Вот этот фрагмент был совмещен, и здесь открыта выточка. Это закрытая выточка. Это снято с плеча. Когда выточка была закрыта, то естественно, что пройма удлинялась. Выточка закрывалась в пройму. Окончание плеча было приподнято к новой, снятой на сантиметр линии. Линия проймы, как и здесь, можно ее не прорисовывать, она не играет роли. Примерно так после этого стала выглядеть полочка. Но это уже не важно. Для схожести я также удлинила на несколько миллиметров, примерно на 5 плечо. Также была углублена на 5 миллиметров примерно пройма. Боковые швы должны быть одинаковыми. Также высоту оката рукава под нужным углом соответствующим из точки окончания плеча. Чтобы было проще чертить, также параллельно линии проймы через точку окончания плеча провожу вспомогательную линию, черчу 90 градусов, на середине 45, ну или 50. Это как вспомогательная линия для минимального наклона. Меньше не рекомендуется. На этой линии откладываю 15 сантиметров высоту оката рукава. Также отмечаю точку отступа для начала подреза. Цифры у меня здесь такие же. Также пройма 6,5, отступила 1,8. Значит, участок А получается 6,5 минус 1,8, 4,7 сантиметра десятых. Вся пройма 6,5, отступ 1,8, остается 4,7. Ширина рукава у меня 15,7. Значит, через точку начала подреза провожу перпендикуляр к линии оката, и он должен попасть под прямым углом к линии оката. Получается так, что если моя ширина рукава 15,7 по полочке, участок А от этой точки откладывается равный 4,7. Значит, от оката до точки начала подреза у меня остается 11 сантиметров. Таким образом, вот здесь должно получиться 11 сантиметров от оката до точки начала подреза, и от начала подреза до окончания ширины рукава участок равный А 4,7 сантиметра. Также откладываю длину рукава. Параллельно ширины рукава на уровне проймы провожу ширину низа. Ширина рукава по низу пересекает участок бока в точке, к которой будет проведена линия подреза. Здесь сейчас у меня они немножко на разной высоте получились, но это схематично. Конечно же, все должно быть одинаково, чтобы соединять одинаково. Также соединяю точку пересечения рукава и
бокового шва и точку подреза. И подрез чертится ровной линией. Точно так же на рукаве остается фрагмент от торса, который будет составлять ластовицу. И также на торсе остается фрагмент рукава для участка ластовицы, направленного к рукаву. У меня они были соединены в один фрагмент, эти участки ластовицы. Вот и все. То есть самое главное, это первое, подготовить выкройку базовую, чуть расширить, удлинить для баланса. От точки окончания плеча отложить высоту оката рукава под нужным углом. От линии проймы к центру проймы отложить отступ для начала подреза. Через эту точку провести линию под прямым углом к высоте оката рукава, равную ширине рукава, состоящая из двух участков. От конца рукава по ширине участок, равный ширине проймы оставшейся. И вторая часть рукава. Отложить всю длину, обозначить участки ластовицы. Точно так же поступить с полочкой. Всегда ли здесь прямой угол, какие варианты отступа, что на что влияет, это в следующей части ролика. А сейчас давайте поговорим про баланс. Почему это все происходит. В принципе, про баланс я уже рассказывала в роликах ранее, но сегодня, возможно, с какой-то другой стороны могу обозначить эту информацию, и, возможно, кому-то будет так проще понять. Сейчас постараюсь рассказать о балансе, хотя, в принципе, про баланс я раньше рассказывала, но сейчас, возможно, для цельнокроенного рукава будет понятнее, возможно, чуть с другой стороны получится рассказать. В прилегающем силуэте, который максимально повторяет фигуру, линии не только расположены параллельно, по высоте. Спинка. Опять-таки некоторые наброски. Вот у меня изображена спинка. Для стандартной фигуры, то есть когда предполагается, что полочка, ну, допустим, от точки основания шеи до талии 44 сантиметра, спинка от точки основания шеи до талии по длине, допустим, 39 сантиметров. Спинка. Линии все параллельны. Центр спинки, боковой шов, но они имеют разные длины в зависимости от фигуры по спине. Тем не менее, линии должны располагаться параллельно. Когда фигура четко обозначена изделием с помощью выточек, то все контуры подчеркнуты, и линия бокового шва расположена вертикально, линия центра спинки также расположена вертикально. Считается правильным замерять фигуру одной линией от талии, допустим, до талии, или от линии бедра до линии бедра, через все важные точки. Ну, например, линия груди, точка основания шеи, линия глубины проймы и опять до талии. Замеряются отрезки, но линия проводится полным замером. Также через точку окончания плеча. Будет параллельная линия, но другой длины. Когда мы соединяем две части изделия в одно, спинку и полочку, естественно, эти линии совпадают. Они расположены на одной линии, на плече. Изделие, плотно прилегающее к фигуре, имеющее опору на плече, повторяющее контуры фигуры, вне зависимости от того, что от талии до точки основания шеи, допустим, полочка 44 сантиметра, а спинка, допустим, 39. Тем не менее, если все правильно снято, замеры, плечевой шов будет расположен там, где надо, и боковой шов будет расположен вертикально. Достигается это обычно с помощью выточек, которые помогают изделию плотно прилегать к фигуре, несмотря на то, что параллельные длины разные. Когда мы закрываем выточки не полностью или вообще раскрываем, например, в участке более короткие по длине, допустим, в пройму, мы не затрагиваем этим изменением
все, что лежит вне границы выточки. Изделие также расположено на плече по опоре, но вот эта часть должна оставаться параллельной, но она получает большие длины, причем, будучи также проложенными в один участок, в одну линию. Например, окончание плеча, получив выточку в пройму раскрытия, приподнимается. Вот спинка. Вот две длины. Раскрытие выточки в пройму позволяет плечу приподняться. И также полочка, получая раскрытие в пройму, позволяет плечу полочки приподняться. Но они получают разное по соотношению раскрытия. Полочка, насколько этот участок на свое измерение приподнимает, спинка на какой-то свой участок приподнимает, а должно оставаться равновесие. Равновесие не происходит, потому что здесь свое раскрытие, здесь свое. И для того, чтобы плечевой шов не получил вот такого перекоса, а сохранялся на положенном изначально месте, необходимо участок, не затронутый воздействием раскрытия выточки, также изменить в том же направлении. То есть, если у нас по спинке выточка раскрыта в пройму, и вот этот участок получил удлинение, то необходимо и другой участок также удлинить, чтобы относительно переда весь участок был пропорционально изменен. Если он был весь меньше, он был весь меньше. Если он увеличивается, спинка увеличивается, то не одним участком, а полностью всем. И получается, что в таком случае, даже если шов спереда уйдет на спинку, он уйдет пропорционально, параллельно. Когда-то считалось вообще нормальным, чтобы плечевой шов располагался вне верхней части плеча, а ближе к спинке. Это может как угодно рассматриваться, где расположен плечевой шов, но все-таки считается корректным, когда он расположен параллельно центру плеча. И поэтому изменение в одной части должно затронуть изменение в другой части. И здесь получается уже неважно, сутулая фигура или перегибистая. Тот участок, который был меньше, например, спинка для перегибистой фигуры, получая раскрытие в пройму, должна получить удлинение оставшихся незатронутых участков. Если фигура сутулая, спинка длиннее, чем перед, то, естественно, изменения эти должны происходить в обратную сторону. Там, где малые длины, чтобы они на себя взяли равномерно длину с больших длин, то есть со спинки. Когда во время движения будет смещаться изделие по плечевому шву, чтобы шов не заваливался в одну или в другую сторону, оба участка должны равномерно взять на себя возможные изменения. Если говорить не о контуре спины, а о числовых характеристиках, то сутулость – это не только превышение длины спинки над длиной полочки, их равновесие, но и стремление к этому. Даже меньшее различие превышение длины полочки над спинкой, чем по стандарту. Поэтому каждый сам определяет, насколько нужно проводить эти изменения. Потому, допустим, для своего типа фигуры, для перегибистой, когда у меня спинка значительно короче, спина уже, плечо отведено назад, окончание плеча, я не только в малообъемном изделии перевожу выточку в пройму, чуть-чуть приподнимаю окончание плеча, но я также с полочки снимаю некоторое расстояние, например, около сантиметра, для того, чтобы изделие было более равномерным. Если фигура считается стандартной, то для цельнокроенного рукава можно просто произвести необходимые изменения по спинке. Не обязательно с полочки в малообъемных вещах, когда немного добавлено свободы только для цельнокроенного рукава. Не обязательно с полочки для стандартной фигуры снимать сантиметр с плеча. Свобода облегания там дополнительно совершенно небольшая.
и изделие может оказаться узковатым, некомфортным. То есть раскрытие по спинке требует дополнительных изменений незатронутой изначальной части. Раскрытие по полочке небольшое совершенно не требует снятия вот этой всей длины. Укорачивание вот этой всей длины производить не нужно. Но в данном случае, повторюсь, для перегибистой фигуры наращивание спинки даст примерно ту же длину общую, если чуть-чуть укоротить полочку. Возможно, у некоторых может возникнуть вопрос, почему же нельзя выточку закрыть плечевую по спинке, допустим, сразу в горловину, в спинку. Если спинка не разрезная, то естественно, что здесь не будет ровной линии. Раскрытие в горловину возможно, и если вы открываете не всю выточку в пройму, то, конечно, можно и в горловину раскрыть выточку. Изделие с цельнокроенным рукавом, в отличие от изделия со вточным рукавом, требует дополнительных свобод. Все возможные в базовых изделиях швы предполагают возможность изменения объемов на этих участках. Прилегание изделия со вточным рукавом в области проймы может быть по самому торсу достаточно плотным, в то время как рукав вточной может иметь вот здесь достаточную свободу для возможности движения руками. У цельнокроенного рукава идет одна форма, одна свобода, одна линия. Для того, чтобы получить вот в этом месте для движения руками дополнительную свободу, которую никак иначе не заложить, как раз таки и получается, что дополнительная свобода может быть получена за счет удлинения. И, соответственно, когда ткань опирается на плечо, она немного здесь провисает. То есть свобода, объемность некоторые получаются, воздушность в этом месте. Как по переду, так и по спинке. Поэтому часть выточки по переду и спинке переводится в пройму. Для того же поднимается окончание плеча. То есть изначально окончание плеча приподнимается удлинением проймы, но дополнительный подъем может дать некоторую воздушную часть именно вот над плечом. Да, это, возможно, будет смотреться несколько угловато. Возможно, с помощью ВТО эта область сгладится, удлиняя окатную часть. Но эти манипуляции необходимы именно для свободы, для объемности. Также для расширения самого изделия необходима дополнительная свобода облегания по груди. Не обязательно расширять полностью всю сетку чертежа. Изменение может быть проведено к линии талии смягчением. То есть расширяется по линии груди, линии проймы глубины изделие, и плавной линией на нет сходит к талии. Таким образом, по линии груди получается дополнительное расширение, но оно не сказывается на всем остальном образе. Пройма расширена, можно использовать более широкий рукав в этом месте. Еще один, возможно, кому-то будет достаточно понятный момент. Вточной рукав в своей части от линии примыкания руки к торсу, в нижней части он совпадает с линией проймы, верхняя часть закрывает плечо по внешнему контуру, и если плечо достаточно объемное, угловатое, то здесь нужно достаточно объемную иметь область рукава. Если плечо угловатое, то здесь рукав вот в этой точке верхней, в вершине оката, получает некоторый напуск, удлинение по сравнению с более плоскими стандартными рукавами. Примерно вот так это можно изобразить.
В верхней части вточной рукав для объемности может некоторую вот такую наполненность получать. Строится это за счет линий выше вот этих линий примыкания к рукаву, в точке примыкания руки к телу, за счет угловатости, расширенности этой зоны. Вся линия высоты оката идет вертикально на длину рукава, ни на что больше. Когда мы строим цельнокроенный рукав, то он, если это не в сторону отведенный, не по наклону плеча, если это наклон больший получает рукав, то вот в этом месте достаточно сильно урезается объем. Вот такой наполненности, округлости быть не может. Чем сильнее наклон плеча, тем меньше здесь вот этот треугольничек. Обратите внимание, насколько он может быть разным для одного наклона и насколько узким получается это место для другого большего наклона. Если плечо имеет угловатость, то здесь никоим образом не хватит объемности. Рукав по всей вертикали своей вточной распределяется вертикально наполненностью. Когда мы строим выкройку цельнокроенного рукава, мы ее строим на плоскости, а потом вот эта верхняя часть и, соответственно, часть оката вертикального, она уходит на объем, округлость. Здесь он плоско расположен вертикально, здесь он, кроме всего прочего, уходит еще и на объемность, округлость по горизонтали. Тем самым еще меньше давая возможности комфортно расположиться угловому плечу. В разных учебниках, в разных методиках построение цельнокроенного рукава может немножко отличаться, либо оно преподносится немножко по-разному, но суть основная в том, отражу это на спинке. Как я уже и говорила, из точки окончания плеча под наклоном проводится линия высоты оката. Наклон рукава, на котором откладывается длина рукава. Через точку начала подреза проводится линия ширины рукава к линии оката рукава. Это ширина рукава. Это длина рукава, включающая в себя окат, высоту оката рукава. На своем примере я рассказала о том, что эти две линии сходятся под прямым углом. Но это не всегда так. Ширина рукава – это ширина рукава. Длина рукава – достаточно сложно ее подобрать, высоту оката, так, чтобы совпали все факторы. Нужен наклон, желаемая высота оката рукава, желаемая ширина рукава. И чтобы эта ширина рукава состояла из двух фрагментов и проходила через точку начала подреза, точка начала подреза, на том расстоянии, чтобы точка была, где мы хотим. То есть точка начала подреза должна располагаться на желаемом для нас расстоянии. И ширина рукава, состоящая из двух участков А и полностью вся, чтобы она проходила именно через эту точку. Как мы знаем, любой рукав хорошо выглядит без перекосов, заломов, когда, по аналогии с точным, когда вся длина, включающая высоту оката, под прямым углом к ширине. В таком случае, смыкая рукав в кольцо вдоль руки,
мы получим параллельные линии, которые будут расположены вдоль руки без перекосов. Соответственно, предполагается, что здесь должна быть такая же картина. Указанных факторов очень много для того, чтобы легко и вообще было возможно соблюсти желаемые пропорции и соотнести их под прямым углом. Потому существует несколько нюансов, которыми надо, скажем так, поиграть для того, чтобы получить желаемый рукав, имитирующий отвесный. Получается, что вот эта линия, проводимая, ширина рукава, как я и сказала, проводится через точку начала подреза. Участок здесь должен быть такой, какой остался от вычитания из ширины рукава участка по пройме А. Примерно желаемым наклоном мы проводим высоту оката рукава. И там, где они просто пересекаются, эти два отрезка, через эту точку, из точки окончания плеча, и проводится линия наклона рукава. То есть изначально, создавая рукав, мы намечаем себе понимание того, что у нас получается. При желаемой ширине рукава, проходящей через желаемую на таком расстоянии расположенную точку начала подреза, при желаемом таком-то окате рукава мы можем получить такой-то наклон. Либо при желаемом наклоне мы получаем такой-то окат. Первое. Чем ниже наклон рукава, тем меньше расстояние до линии проймы, меньшая наполненность рукава, меньше удобства. Меньше наклон, больше наклон. Естественно, здесь больше расстояние. Больше наклон, меньше расстояние. Меньше наклон, больше свобода облегания, удобство. Для того, чтобы иметь возможность все-таки получить желаемый рукав и соблюсти все необходимые требования, есть несколько моментов, которые надо корректировать и творчески подобрать между собой. Первое – это определяемся с наклоном рукава, с желаемой шириной, с высотой оката. И подбираем их не под прямым углом, а просто определившись с тем, где находится точка начала подреза, проводя через нее ширину рукава, смотрим, где наши данные могут пересечься в принципе. Как это расходится с тем, что мы придумали для себя. Когда становится понятно, насколько ширины рукава не хватает, либо высота оката, возможно, не соответствует подобранным для себя, надо определяться с тем, какие подобрать варианты. Первое, самое простое, можно на несколько миллиметров удлинить длину плеча. Дальше. Зная, что чем больше наклон плеча, тем меньше свободы остается объема для рукава, но при этом ближе к заданной небольшой ширине рукава. Получается вариант. Соответственно, если необходимо ширины добавить, наклон можно уменьшить, но уменьшается высота оката рукава. Если есть возможность использовать влажно-тепловую обработку, то можно этим воспользоваться. Влажно-тепловая обработка на спинке производится на оттяжку плеча 1-1,5 см максимум. При этом запланировать оттяжку плеча не больше, чем на 1-1,5 см надо, исходя из того, что возможности к ВТО у ткани по переду должны быть на 1 см больше. Например, если по плечу, по спинке оттяжка будет производиться на 1 см, на полочке это около 2 см. На спинке 1-1,5, на полочке на 1 см больше. Соответственно, будет меняться вся длина рукава. Чертится длина рукава полноценная, но откладывается в уме информация, что после того, как проведется успешно оттяжка, линию низа рукава надо корректировать, уменьшая на длину оттяжки. И, соответственно, линия вот в этой области будет укорочена, а к линии ширины низа
вот к этому шву сойдет на нет изменения. Таким образом, надо стремиться к тому, чтобы все-таки прямой угол между линиями получался, но играя вот этими моментами. Можно, конечно, и изменять оставшийся отрезок, исправляя местоположение точки начала подреза. Также необходимо помнить, что для обычного вточного рукава мы используем один шов, но здесь у нас их изначально идет два, и это нормально. Поэтому можно двояко подходить к ситуации, когда у нас все-таки важен изначально наклон рукава и высота оката рукава. К ширине рукава мы еще можем проще отнестись, и ее проще можно корректировать. Поэтому все-таки изначально стоит, наверное, напирать на желаемый наклон рукава и высоту оката рукава. Как всегда, мы знаем, что высота оката рукава по спинке и по полочке будет сходиться, допустим, по прямой линии. В то время как ниже линии высоты оката рукава рукав может сходиться по взаимно выпуклым линиям, тем самым будучи зауженным. А именно, если изначально подобрать чуть большую ширину рукава, то от линии наклон высоты оката рукава не выше. Можно рукав заужать, плавной линией сойти к желанной линии рукава. Таким образом, ширина рукава по низу может быть меньше. Либо, если необходима дополнительная свобода в области плеча, конечно же, шов можно оформить выпуклой линией, сведя на нет к нужной ширине в области ширины рукава, высоты оката рукава отложенной. То есть здесь мы выпуклой линией даем дополнительный объем, а ниже сходим уже на желаемую ширину рукава по низу. Таким образом и ширина соблюдена, и дополнительная свобода. То есть, играя криволинейностью в шве, возможно, несколькими миллиметрами удлинение плеча, наклоном, шириной рукава, местоположением ластовицы, начала втачивания, то есть подреза, и, соответственно, оставшейся вот здесь частью, то есть минус эта часть, то, что остается вот сюда, выдается выше или ниже. С помощью оттяжки, то есть давая меньше изначально окат рукава, большую ширину откладывать, но потом оттянуть окат до нужной длины, чтобы и ширина была побольше, и окат стал нужным после оттяжки, чтобы соблюсти перпендикуляр между основными линиями. Это все даст нам возможность подобрать желаемые параметры. Можно немного корректировать в одну или в другую сторону ширину рукава по спинке и по полочке. Важно является то, как рукав будет приходить к пересечению с боковым швом. Речь идет не только о симметричности относительно подреза и, соответственно, рисунка ластовицы для полочки и для спинки, о том, какой будет шов совмещения двух деталей спинки и полочки, как проще втачивать ластовицу в обе части. Так что поиграть вот этими нюансами это и творчески, и немного сложнее, чем само построение. Отложить ширину, составленную из двух частей, высоту оката, ну, это совершенно несложно. Подобрать для себя баланс возможно. Если заранее в плечевом шве отложить чуть больше припуск, то с опытом будет проще находить нужный баланс. Надеюсь, данное видео для построения футболок, топов, отличных от классических со вточным рукавом, было полезно. До скорых новых встреч!